Всех приветствую, дорогие друзья, случайные гости и зрители моего канала. Сейчас мы посмотрим такой видос, как моя новая машина за 16 мультов. Первая тачка в Украине. Посмотрим, что там первого интересно. Для меня сейчас, делают там детали, как конструктор, ее собираю. Я просто не верю. Просто я смотрю, спорткар стоит. А это нормально то, что нам продали машину за 16 миллионов 100 тысяч? Я первый раз ехать. О! Ну, если ты купил, видимо, нормально. Что это вообще? Охуеть. Это какой-то катер, дядь. Не, ну кайф. Здорово всем, ребят. Короче, я под таким настроением, под таким впечатлением, что мне, если честно, первый раз сложно даже записывать видео. Сразу извиняюсь перед тем, кого наебал со стримом. I'm sorry, как говорится. Наебать нехорошо. Я сразу хотел, запустить, что-то там поделать и офнуть перед тем, как увидеть машину, ну, чуть-чуть ажиотажа создать. Ах ты хитрый. То есть сразу говорю, это было более-менее спонтанно. Я сейчас вам расскажу, когда мы ее посмотрим. Погнали, глянем, что я купил. Погнали, глянем. Что ты там купил? Что ты там купил? Я просто не верю. Я без рофла говорю, я просто не верю. Не знаю, когда я... Это что? Ребята, вообще все вот так вот прыгают вообще, когда покупают новую машину? Или не знаю, или только он вот так вот по прыгайчике играет? Ну давай же показывай, что ты там купил. 15 августа взял. В этом году. О, аудюха. Что это? Давай угадаем. Это S7. Блять. i7 когда-то. Кстати, вот недавно начал присматриваться, к аудюхам. Раньше они вообще мне как-то не бодрили, а вот последние вот именно вот такие модели прям бодро делают. Я на Q8, кстати, тест-драйв делал, вообще пушка, просто самолет. Вот в плане технологий они вот Audi, вот они... Кстати, вот, система полного привода у Audi именно самая лучшая из всех систем полного привода. Квадро. Вон. RS7. Ребят, это Audi RS7 2021 года с салона. С номерами. С салона и с номерами сразу же. Базару ноль. Аппарат. У меня дрожит все, у меня все тело дрожит, я не могу. Очко дрожит. У меня дыхание захватывает. Посмотри, просто сними ее. Мат вообще, А расскажу, почему Audi. Честно, на давай? Audi не засматривался вообще. То есть, всегда даже, когда говорили по поводу снятия каких-то машин, Вот много лака, да, вот прикольно там вот рублено. Ну, что-то вот дизайн именно вот у Audi вообще что-то, сильно мне не заходит. Ну, у них что прикольно все, там, мультимедиа, все, пушка, у них очень все шустро работает, блин. Ну, не знаю, вот прям вот хоть убей, просто вот, не знаю, вот. всегда как-то я обходил Audi. Не знаю, вы как вообще относитесь к интерьеру? То есть, Audi, зачем она мне? И мне никогда особо они не нравились. И как-то, я больше все-таки отходил к Мерседесу, к BMW и таким вот машинам более таким плоским, как говорится. И, такая ситуация. Я выбирал маме машину. Кстати, мама машину свою до сих пор теперь ждет из-за этой покупки. И мы заехали в салон Audi. Я смотрю, стоит Q2. Мы поговорили по поводу нее. Уже вроде все решили, что будем брать. И я смотрю, справа стоит R8. Но это я так увидел. То есть я увидел, что она стоит, она такая вся спортивная. R8 вся такая, вообще как ни о говорится, чем. Я не знаю, просто смотрю, спорткар не стоит. ходовая Я такой говорю, а можно посмотреть R8, можно мне посидеть? Потом подхожу и смотрю, там 4 двери. Я ничего не понимаю, в моей голове полный диссонанс. Он говорит, нет, это не R8, это RS. И тут я подхожу, смотрю назад, а это просто спорткар.
я не знаю, как это объяснить. Кстати, корма, вот жопа у Audi похожа вот на Kia K5. Ну, не знаю, кто у кого слезал, либо Kia, скорее всего, Kia. Утащили просто. Это просто вот наряду с всякими, типа, спорткарами очень жесткими. В этот день я решил, что я буду покупать машину. То есть, и я себе присматривал вариант Мерседеса. Я, типа, ехал, короче, в Мерседес и приехал в Ауди. Типа, я не знаю, как это все произошло. Мама... Я не знаю тоже, как так может произойти. Ты ехал в Мерседес и купил в итоге Ауди. Если бы ехал в Мерседес, я бы туда доехал все-таки. Без машины. Я с РС-7. Пошлите смотреть дальше. Я не могу, Пошли. это вообще, что это вообще? О, Ну, боже матово, мой. не так квадрат смотрится, конечно. Я первый раз ехать сегодня. Тоже напишите комментарий, если кому матовая нравится. Матовая, да, она смотрится прикольно, но вот этого лоска, блеска вот в ней вот нету просто. Как ты вот ты намоешь машину вот сразу же. Такого нету здесь. О боже, что тут вообще? Что тут, как, к чему тут? Как это работает? А? Хо-хо-хо! Она едет, чел! Это что вообще? Что это? Это какой-то катер, дядь! Я тебе серьезно говорю, мы на катере. катер. Когда сказали не гнать, Бодро. Ну я чуть-чуть, я вот так чуть-чуть понажал. Буквально сейчас. Ебать, это что вообще? Сразу скажу, о машине не знаю практически ничего. Ну то есть то, что посмотрел там в роликах. О машине, мне кажется, что это R8 до сих пор, блядь, с 4 дверями. Рассказывать ничего не буду, потому что я автобездарь, типа, и я не думаю, что есть... Автобездари берет вот такие вот тачки, а типы, которые шарят в тачках, не могут себе позволить такую машину. Смысл. Если вам надо нормальные обзоры, пойдите где-то посмотрите, а я... Ну да, нам нужны нормальные обзоры, что ты тут реально когда дичь вкидываешь просто за тачку. Купил за овер много денег, и тут идти, ребят, нате, смотрите, я понтуюсь. Я просто вам хочу ее показать. Погнали вовнутрь. Прикол в том, что я почему-то был, ну типа как, был. Я и все равно немножко являюсь Мерседеса-дрочером из-за салона. То есть мне всегда нравится такой салон, он весь светится, весь фиолетовый. И сюда я сел, я почему-то... И светится весь фиолетовый, ничего что. Сейчас подсветка, там больше 30 вариантов цветов вообще. думал, что Audi это то же самое, что BMW. То есть довольно простой салон, ничего такого серьезного. Но я сел сюда, я как бы как провалился в этот спорт-режим какой-то. Ну то есть типа... Провалился в спорт-режим. Мне настолько здесь все нравится. Сразу бицуха набухла. Я не могу пока привыкнуть к этой коробке передач, потому что как бы здесь она, ну, типа, у меня она раньше была на руле. Я не знаю, я как-то вот проникся в этот весь салон, он мне так понравился. Тут огромные экраны, короче, вот очень удобный, мне нравится. Подожди, где тут эти, слышишь? Руль с перфорацией очень удобный. Я смотрю, такой по толщине очень нормальный такой руль. Поворотники, блядь. Обычно, потому что руль, когда слишком тонкий, приходится кожурку надевать, как на вазах, знаю, сами на девятках, на чепырках одеваешь, и все четенько. Ёбаные. как обычно. Какой, как обычно, блядь. О! Самая большая ошибка, вот, когда вот типы вот не шарят в машинах, и вот они за рулем там 2-3 года, блин, и они получают такую мощную тачку просто, и потом вот аварии на авариях, вот как там Эдвард Билл, там тоже расклепался, там, все, они получают вот такую дурь просто, а сами, вот, ну, понимают, ну, как бы опыта такого нету, как бы, вообще я считаю, что ну, закономерно, как бы, там, разрешить, там, машины, там, свыше, там, 150 лошадей, там, не знаю, там, свыше, там, 3, 4, 5 лет стажа вождения, чтобы вот молодые пацаны не садились вот так, у кого есть возможность, и не убивались на машинах. Ну так, чуть-чуть в это. Ну, очень много в последнее время наблюдаю вот таких видео, что именно вот так вот садятся, короче, они там за руль еле-еле держат, там, Сэм Джонс, там, вот этот вот парень, еще там, блин. Они садятся, говорят, я вообще ездить не умею. Им, ну, они получают доступ к таким мощностям, как бы, и начинают вот так вот газовать. Дядь, она так по дороге едет, как машина. Конечно, блядь, это же машина, она как еще должна ехать, блядь? Так, стоп, это... Где показываются поворотники? Где они должны показываться? Они На еще приборке, какой-то. блядь. Вот этот рычажок вниз. Ебать, тип даже не знает, где поворотники, блядь, включать на Ауди, блядь. У него какая-то машина была с кочергой там на руле. Не знаю, до этого, Мерс, видимо. Видимо, Мерс, скорее всего. На GL точно там кочерга вот это. И тип даже сел в машину, он жмет тапок, он не знает, как поворотники включить. Ну это пиздец, блядь. И где он? А, значит вот. Нет, блядь. Блядь, поворотников нет, блядь. Машина без поворотников. Блядь!
Нам А ты в комплектацию поворотники добавил? В смысле, блядь, где поворотники, нахуй? Че это за хуйня? Мне паль продали, блядь. Подожди, может вот это? Не, это скоростя переключать, брат. Че, у нас без поворотника машина, ты понимаешь это? Да не, вот нарисованы же поворотники. Как они включаются? Потыкай кнопки. Ты видишь, там поворотники нарисованы? Пиздец, блядь, оказывается, все просто гениально. Просто так же нужно лапку вниз нажать, блядь, и налево поехать. А, вот они! Пиздец, Вот блядь. они, вот тут мигают. Все, так они работают, ебать, я А сейчас... что они не цокают? Похуй. В машине нет звука, блядь. О, надо подключить, тут звук должен быть ебейший. Тут заебись звук. До этого... Охуенно просто, блядь, ебать. Рассказал, тут заебись звук, блядь. Я не сомневаюсь, что в RS7, блядь, будет охуенный звук, блядь. Меня обманули в Мерседесе, потому что, когда я брал машину, мне сказали, что тут очень хороший звук, там у вас все... Ебать, ну так ты возьми, блядь, на приемке включи, проверь звук, в чем проблема, вообще не пойму. Есть, все классно, звук там был говно обычный. Здесь можно баска так привалить, что охуеть. Баска так привалить, что охуеть. Типа, короче, 755 тысяч подписчиков. Новая машина. Первая. Можно. Я очень надеюсь, что эта машина послужит мне неким мотиватором. То есть, типа, чтобы запустить YouTube и начать снимать ролики. Что я здесь хочу поменять? Первое, что я хочу поменять, это я хочу сделать кастомный руль. Карбоновый руль хочу, с датчиками хочу. Потом я сделаю первый стейдж. С датчиком. Это я помню, как в Need for Speed вот эти зелененькие, красненькие, когда ты наваливаешь, там, когда скорость переключать на автомате, блядь. Скорее всего, первый. Ну, Ой, думаю, блядь, второго, ой, блядь. пока второй не нужен. От чего я просто охерел. Здесь кресло, блядь, лучше, чем у меня дома. Оно настолько удобное, блядь, что это, ну, это, не знаю, DX-рейсеры, что ли, делают это кресло, блядь. DX-рейсеры, потом мне за рекламу скиньте. Бля, оно так плавно тормозит, это пиздец, нахуй. Я же не буду успевать тормозить, блядь. Прикинь, сейчас сразу его въебать, вот это контент. А это нормально то, что нам продали машину за 16 миллионов 100 тысяч, пустую, не заправленную, с 1 литром, блядь. Где у меня этот бак? Вот, наверное, справа? А есть на стрелке? Там нет стрелочки. Нет стрелки. У тебя двухсторонний бак, значит. За 16 мультов можно, блядь, гелик, блядь, взять какой-то, не знаю, не АМГшный, конечно, но неплохой комплектации, там, что-нибудь такое, там. Что еще можно? Бэху ебейшую просто заряженную взять. Уруса можно зацепить, блин, он берет, блядь, Ауди за 16 мультов, пиздец. С любой стороны. С любой заливать. Знаешь, что это такое? Это датчики, это умный, короче, подобие автопилота. Не как у Тесла, но она сможет ехать сама за машиной. Нахуй она надо, чтобы она ехала сама, Да блядь. не, на поездках долгих, я думаю, типа, нужно это будет. Блин, ну она Так, очень надо маму красивая из забирать? завода. Она с завода идет, как будто какой-то хасанатор ее купил. Ребят, короче, это уже следующий день после покупки. Сейчас мы позвоним некоторым ребятам, позвоним Марку Гуакамоле, мы позвоним Бустеру. Я думаю, что-то самое интересное мы оставим для вас, чтобы вы увидели их реакцию. Погнали. Ебать, я довольный, дядь. Знаешь, в чем хуйня, дядь? Ну, многие ребята же знают, что за тачка, а мне нихуя не говорят об этом. Да, так я знал, что у тебя эмоции будут такие жесткие. Да, давай. Сейчас, смотри, я переключаю. Ты понял, что это? Ебаный рот, ты чё, это аудюха? Да, это RS7. Бля. Ты чё, ёбаный Я тебе рот? щас- Короче, Я, блядь. смотри, я тебе буду по кругу вот так нести. Жопа. Ебать, покажи жопу, отойди. Вот. Еще не видно? Ёбаный рот, как же охуенно. Бля, дядь. Ебать, пацаны, жопка, да? Это очень круто. Охуеть. Ну, понятное дело, это его каким-то фурики, он взял машину такую, короче, чтобы всем друзьям понравилось. Тут, блядь, другая реакция, блядь, просто неизбежная, блядь. Алло, покажи мне, блядь, срочно. Бля, даже на Макдональдсе нормально не похаваешь бежевым. Почему, брат? Тут полный, тут такой, дядь, спорт, это пизда. Тут ты ощущаешься, ебать, как будто на гонке, нахуй. Ощущаешься, как будто на гонке. Даже в данный момент гоняешься, ёпта. Братан, я говорю, ты не разъебешь, что мне в первую неделю? Не-не-не, Ну, ты да. чё, мне первую неделю нельзя быстро ездить. Я во вторую. Что у меня планы еще на эту машину? Сразу скажу, она у меня супер долго не задержится. Потому что есть один человек, который готов поменять эту машину через некоторое время на Макларен.
Пиздец, блядь, брал машину, блядь. Если он сразу взял машину, чтобы поменять на Макларен, блядь, ну, попахивает, конечно, хуйней, блядь, то Макларен, блядь, поменяет, блядь, на Ауди, блядь. Пиздец, и покупаешь, ты говоришь, что она долго не задержится. Смысл вообще тогда ее покупать, блядь. Возьми, иди сразу Макларен. Кину этот анонс, потому что это будет, но когда это будет, вы узнаете позже. Так что скоро я буду Audi менять на Макларен. EM-Sen. Ты узнаешь, что это? Бля, чё за значок? Нихуя не вообще пушечки, нихуя подсмотрим. Охуеть. Что ты мне игрушечно показываешь? Давай на свои пока. Как тебе? Это настоящее? Да. Ебать, а ты сесть рядом с ней стать можешь? Не, ну кайф, зайка. Кайф, не, ну кайф. Еще сейчас прикол расскажу, какой я долбоеб. Короче, пришли в салон, я смотрю, она стоит $120 тысяч. Я говорю, маме, блядь, что за халява? Я ее забираю. Ебать, что за халяв за $120 тысяч. Ебать, пиздец, почти бесплатно, блядь. Потом мы идем подсчитывать машину. Я уже на радостях такой, нет, пишу бустеру. Говорю, брат, как тебе машина? Он говорит, это пиздец, сука, я тоже себе такую хотел. Я прикреплю. Блядь. И чё? Охуеть, блядь, нихуя, блядь, ездят тут. Короче, я звоню бустеру, говорю, спрашиваю у него. Ебать, а как ты ездишь без поворотников, блядь, а он, блядь, пиздец, ездит, Он говорит, блядь. это пиздец машина, говорит, братан, бери. Говорит, иди дай за нее залог, чтобы ее не забрали. Короче, ну я на плюс Залог. морали думаю, блядь, что она 120 тысяч стоит? Думаю, такой, я хотел купить машину за 100 тысяч. За 100. Это был мой максимум, который я хотел. То есть я примерился, думаю, 7-8 миллионов рублей, это, блядь, это просто мой максимум. Короче, смотрю, $120 тысяч, это знаете что? Комплектация. Комплектация, блядь. Смотрю, машина стоит 180 тысяч, и не долларов, а евро, блядь. Ну пиздец. Короче, она мне обошлась в $205 тысяч, плюс 5%. 5% поставить ее на учет. Эти, кстати, 5% я заплатил за дороги, блядь. Поэтому идите, пиздуйте, делайте нахуй дороги, блядь. Ебать, 5%, блядь, от $200 тысяч, $10 тысяч, блядь, поставить на учет, что за, блядь, пиздеж, блядь. 10, блядь, 800 тысяч, блядь, на учет поставить. Блядь. Потом 4% я заплатил за каско, блядь, чтобы вдруг кто-то въебет, блядь. Блядь, это пиздец. Какие нахуй бабки нужно платить за это говно? Ну, не говно, Каска у вас базару нет, может стоить 400 тысяч, получается. машина просто охуенная. Честно скажу, моя первая покупка в жизни, когда я не жалею об этом. Ебать, это что за Бэтмобиль, блядь? Ой, бля, Бэтмобиль, ебаный. Пиздец, бля, братан, только не гоняй. Молю тебя, пиздец. Мне это все говорят. А хочешь самое говно в этой машине расскажу? Какое? Давай. На газ нажми на паркинге. Звук? Он тебя засунул вовнутрь. Смотри, я тебе сейчас скину, короче, фотку, запиши мне голосовуху, ладно? Ну, бля, это отвал башки. Очень пиздатая, блядь, охуенная. Ты чего? Поздравляю, Ваня. Это прям то, чему стоит радоваться, то, чего стоит Я ревновать. пиздец, блядь, я не могу, такие эмоции. Короче, ребят, я вообще из тех людей, которые постоянно делают необдуманные покупки, и это моя первая покупка в жизни, Тоже необдуманная, блядь, друг. которой я максимально доволен. Просто, я не могу объяснить, как я ей доволен. Это быстрая машина, максимально красивая для меня, при этом она еще имеет 4 места, то есть, типа, и супер багажник, которого можно возить злой. Здорово, кстати. У меня зачастую Здорово. бывает, когда я что-то хочу купить, то, типа, через буквально 5 часов покупки я нахожу что-то такое, что мне в ней не нравится, типа, в этой покупке, да, я начинаю тильтовать, и зачастую такое бывает, ну, например, с Mercedes, да, который я купил. Здесь же такого не было. Ну, типа, да, у меня были варианты взять, например, типа, ту же Lamborghini, которую я находил за $220 тысяч, Ferrari, но я понимаю, что я не могу ездить на этих машинах нормально. Типа, вот у меня есть вариант, который я все-таки, скорее всего, сделаю, если я не влюблюсь в эту машину по полной. Я ее поменяю на Макларен с доплатой. Макларен это просто для контента, если, как говорится, я смогу его делать. Короче, что я хочу сделать с этой машиной? Ключевое слово «если». Я смогу его делать, да. Вот это самое главное, брат, об этом не забывай. Я узнал, как можно устроиться в такси. Мне сейчас нужно накатать 1500 километров. Я делаю на ней стейдж, делаю звук. И я устраиваюсь в такси, посмотрим, как люди будут реагировать, когда я буду забирать на этом, как говорится,
Блять, как это назвать? Я хотел сказать корыто, но у меня как-то... Блядь, реально такая борода просто, блядь. На Каенах, там, на Бентли тоже там, блядь, там катают такси. Ну и чё реакция? Я не знаю. Ничего интересного. Язык не повернулся, короче, на этой машине. Лучше бы взял нормальный обзорчик, запилил, да повжарил на ней, что-то как-то где-то погонял, блин, ну, блин, в такси, блин. Ты еще, ёпта, блядь, мусор повози на этой тачке, блядь. Самое важное, мам, иди сюда. Я хочу поблагодарить вот этого человека, как Мама, это говорится, святое. который мне помог в покупке этой машины, даже с самого начала, который купил мне компьютер, я начал стримить. Ребят, Красавчик, молодец. любите своих родственников. Это самое важное в вашей жизни должно быть. Ребят, спасибо огромное за просмотр. Я, наверное, буду заканчивать. Скажу спасибо всем ребятам, которые смотрели этот ролик, которые ставили лайки. Я постараюсь сейчас выйти в режим, в котором я буду выпускать один ролик в неделю или в две. Я не знаю, я надеюсь, вам это будет нравиться, потому что я хочу реально постараться. Я хочу втянуться в эту тему. Я не буду там пиздить из-за просмотров, сразу обещаю, что ролики буду выпускать. Если у вас есть какие-то предложения, которые вы мне можете предложить, можете мне написать. Если ребята, которые снимают какой-то контент с машинами, тоже можете мне написать, если вам интересно. Да, вообще без проблем, Артур. Только, наверное, пока мы не будем становиться, если ты хочешь типа стать, мы не будем становиться, потому что я не буду дрочить это. По старой схеме лайк, молодец, красавчик, старался. Есть результат. Так что, ребят, всем, кто смотрел, салам, Оскар Инк, лайк, подписка. До новых встреч.